Ребята, всем привет, с вами Андрей. Сегодня воскресенье. Я нахожусь в земля Шлезвиг-Гольштайн. Это немножко от меня 15 километров. И уже другая земля, другие правила. Но сегодня здесь такой небольшой базарчик, барахолочка, такая деревенская. Небольшая, но уютная. Так что давайте пройдемся, посмотрим. Может быть, что-нибудь повезет и найдем. Так что погнали. Как правило, здесь продают все свои старые вещи, которые лежали в подвале, на чердаке. Также сюда приезжают и профессиональные антиквары, которые ездят по барахолкам, продают старые вещи, старые предметы. Смотрите, что я нашел. Эх ты, я думал, это старое. Это под старину сделано. Еще и обломаны. Ну, смотрелись они издалека красиво, конечно. Но на самом деле новодел. Даже можно было бы и такими их купить, но без крыльев они вообще ничего не стоят. Потому что на одном подсвечнике крылья есть, на другом они отсутствуют. Это уже большой минус. А это у нас набор японские, коллекционные. Ну, совсем мелкие чашечки. Was kostet Spiegel? Ja. Darf ich mal gucken? Зеркало 3 евро стоит. Зеркало 3 евро, прикиньте. Оно очень старое. Первая покупка — это деревенское зеркало. Ну, скажем так, деревенский стиль из 60-х, 50-х годов. Простая форма. Знаете, ничего такого изысканного нет в этом зеркале, но вот эта простота, плюс нижняя шкатулочка, куда можно складывать предметы, мне понравилось. Тем более 3 евро, ребят. Ну, это ни о чем цена, конечно. Так что идем дальше. Губная гармошка. Was kostet sowas? 120. Ну, в интернете примерно такие же цены. Это вот сделано в Китае. Это уж такая мощная, смотрите, в упаковке. Nee, ich habe nur gefragt, danke. Ich habe selber 2 Stück. Вижу картина. Это холст масла в красивой раме. Внизу есть подпись Готхард, если я правильно прочитал. Я посмотрел уже, по-моему, это северный, скажем так, из Любека он сам художник, где-то жил в начале 20 века. Ну, 30 евро немножко дороговато, потому что они в интернете стоят чуть дороже, то есть покупать. Была куплена в Киле в 21 году. Или это рамка. Но холст оригинальный. Картина 30 евро, но можно было поторговаться, скинуть. В принципе, это не проблема, но просто она меня не зацепила. То, что мне не нравится, я стараюсь не брать, потому что, ну, сами понимаете, я беру то, что мне нравится. Но картина нарисована академично, все красиво, все гармонично, скажем так. Ну, пускай стоит. Идем дальше. Из латуни круг. Это майский какой-нибудь календарь. Самоделка из 20-х. Но это понятно, что это
кто-то сам делал, наклеил фигурки. Можно было купить пистолет за 40 евро, это совсем дешево, потому что я смотрел, такие пистолеты в интернете стоят около 100 евро и больше, но я не фанат таких пистолетов, и сам механизм, он ржавый, его надо будет чистить, приводить в порядок, чтобы продать за хорошую цену. А так купить за 40 и за 50 продать, ну я смысла не вижу, не мое это. Старая лестница, ну она где-то ставилась, может быть, на кухне, может быть, в библиотеке для доставания старых книг, да. Раньше были большие такие книжные шкафы, и вот такие лестницы, они как атрибут был. Сейчас это просто как декорация. Хотя можно купить, по идее, подклеить. В принципе, здесь не критично. Was kostet? Посмотрела лестницу, 12 евро, цена очень дешево и сердито. Клеить, в принципе, там не так много работы, но лестница не такая старая, как я изначально предположил. Она более новая, но за новую лестницу, ну, смысл, я люблю старые предметы, а это пускай стоит, так что идем дальше. Für 6 beide? Für 6 beide? Ja. Ja, ist okay. Ну, вот такие черепашки. Максимум 15 gewesen. 12. Für 13. 13. За 13 евро 3 штучки можно купить. Наверное, Ich habe noch возьму. nicht gefrühstückt, noch nicht getrunken. Es wird Zeit. Хорошие, симпатичные. Seit Viertel nach 4. Угу. Dankeschön. Große Tasche hast du? Я Super. 2 лампы за 5 евро. Прикиньте, классные лампы. Das ist mal lieb. Muss ich mal lieb lassen. Почему я стал сейчас покупать лампы? Потому что мода возвращается, и сейчас на рынке востребованы лампы, разные светильники из 70-х, 80-х годов, и они пользуются спросом. Так что я уже пару таких хороших ламп продал, и надо пополнять запасы. Тем более дизайн очень мне понравился, они такие необычные. Все, положил в машину, чтобы не таскать, потому что можно разбить. Все-таки стекло. И можно пройтись еще. Я половину только прошел. Хороший антикварный конь. Игрушка. Даже это как качалка. Но он прикольный. Такой большой, массивный. Я покупал до этого, они все были меньше размером. Спрошу, сколько стоит. Was kostet Pferd? Pferd 30 Euro. 30 евро. Ну, это дешево, ребята. Ist sehr alt. За 30 евро. Прикольно. Ну как он старый? Он примерно из 60-х, я думаю. Ух ты, я за хвост взялся, он отвалился. Блин, здоровый такой. Я бы купил, если бы он был поменьше, понимаете? Он сильно большой. Куда мне его? А у него, смотрите, там еще и есть меч. Обалдеть. Ну, такой декоративный можно купить. Посмотрите, ну красиво сделали. Не schlecht gemacht. Was kostet? 90 Euro. О, вот и прайс. За 90 евро можно купить. Was kostet so eine Schachspiel? Der Schach? Ja. 25 Euro. Ist das Holz, ja? Nein, das ist Stein. Speckstein. Из камня 25 евро. Probieren. Fassen Sie an. Ого. Не schlecht. Und das ist handgeschnitzt. Ja, das ist sehr toll gemacht. Красивые. Sehr gut gemacht.
Такие религиозные разные рельефы из латуни. Прикиньте. Даже крест вон, с алмазом можно купить за 120. Цена стоит. Но кто-то постарался сделать такой ящичек, обклеил еще религиозные фотографии наклеены, разноцветные камни. Ну, молодцы, постарались. Так, ух ты, там картинка есть красивая. Почему подписи я не вижу? Старая картина. Холст уже немножко так провис. Подписи нет, это уже большой минус. Без художника сложно будет определить. Да и краски уже, да. Я думаю, что где-то 40-50-е года. Может быть, чуть раньше или позже. Потому что уже краски местами потрескалась. Много приехало тоже антикваров с севера, но у них такие цены, блин, как в интернете, если не выше бывают. За 7 евро можно купить такой столик. Ну, это хороший столик за 7 евро. Даже можно будет его немножко... Классно. Я, наверное, возьму. За 5? Давай за 5. Хороший столик. А лампа? Лампа дорогая. Сколько? Какие цены, да, лампа хорошая. Не, ну это тик, это деньги. Да я знаю. Но я возьму столик. Он вроде без... Ты с кем ты разговариваешь или ты блог делаешь? Да, блог делаю. Ну что, столик я купил. Сейчас пройдусь, посмотрю, что еще есть. Тут надо смотреть. Зеркало симпатично, но зеркала у меня есть, так что брать я не буду. Смотрите, коробка с играми. По-моему, гоночки. Лодочка такая декоративная, если я не ошибаюсь. А это можно ржавый бак купить. Ух ты, люстру я такую уже покупал из... Так, это из чего она? Это медь. Медная люстра. Но состояние так себе, конечно. А вот тут я бы посмотрел. Ну, любительская работа. Так, а здесь еще одно зеркало. Ну, скажем так, тут их много. Да, неплохой такой фотоаппарат. Смотрите, для любителей. И фотоспышка есть, и все. Раньше, помню, были такие самолеты, их надо было собирать, клеить. И многие увлекались такими самолетами. Прикиньте. Жалко, что они в плохом состоянии. Крышка есть, а где сама посуда? Камера старая. Набор любителя химика. И коробочка есть даже. И колбочки. Блин, классно, ребята. Это все где-то 70-80-е года.
Все эти коробки где-то пролежали у кого-то. Даже вот есть специальное стекло. Это образцы туда ложить можно. Жалко, нету на коробке Вест Германия. Табуреточка сколько? Это 15. Что-то так дорого. Ну. Это расход. Да, не думаю, что это ручная. Это... Ладно, пускай стоит. Хорошая, но это Ну сколько ты отдал бы? Чтоб тебе тоже по кайфу было. за 10. Давай за 10. Ну, такая лампа современная. Это из гипса, между прочим. Такой сидит дядя, пиво пьет. Ух, тяжелый какой. На стену можно повешать. Сам продавец говорит, устал, говорит, все это продавать. Все, говорит, оптом бы за 2500 продал бы и все, чтобы не стоять, не мучиться. Хорошие есть, и лампы есть. А сколько стоит? 5. Но она не старая, видно, что 5 евро. Необычная. Фигурка из дерева. Пастух. Но вот уже и старые монеты пошли. «1849 год». Шведская монета в интернете. Шведская монета, стоимость примерно в интернете где-то в районе 20 евро. Вот такая монетка стоит. Вас коштует? Да. Черем пасту. 10. Цен. 5. А? 5. 8. Mit 8 kannst du. Es schlechtes Zustand, weißt du? Das wäre so das okay, aber 5. 7 ich kann machen. Nee, ist richtig schlecht Zustand. Ich weiß. Okay. Nimm. Okay. Danke dir. Ну вот, ребята, за 5 евро купил. Frate, de-aia a plecat cu bani. Дева Мария с ребенком. Дерево хорошее. 10 евро. Да? Да. Ну, мне просто, я такие собираю. Ну, как собираю? Покупаю, мне нравится. Просто, что дерево, оно не сильно старое. Видно, что, ну, Ну это да, Это- не, скажем так, что это не очень-очень старое. Просто, что красивая такая декоративная вещь. Вот. Из цельного дерева. за 8. 7. Давай, да. За 7 берем, да? Все. За 7 евро беру. Хорошая. Дерево, корень. Корень. Попробуйте поднимите его. Тяжелый, да? Давай, Ого. Килограмм 10, да, весит. Nein, alles gut. Хороший столик из корня сделан, посмотрите. Сколько за него хотите? 120. 120. Ну, он такой, наверное, и стоит 120. Не, он дороже стоит. Дороже стоит. Они в пределах 280. Tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Gleichfalls. Могли бы, конечно, немножко оставить структуру дерева. Что-то как-то забито все. Ну, красивую. Их так вот делают.
А это у нас измерительные приборы. Смотрите, какие старенькие, немецкие. Вы сами все делаете, нет? Или Нет, нет? к сожалению, времени нету. Люблю по дереву работать, но времени нету. А это что такое у нас? Гуси-лебеди. Точно. Красиво.